В истории Российской империи, СССР и Российской Федерации периодически образовывались определенные знаковые точки, водоразделы, при которых все меняется. И, как правило, это были болевые точки. На данном этапе развития их, пожалуй, 4. 1991 год, 1998 год, 2014 год и 2022 год. Промышленность России, как неотъемлемая часть ее экономики, считывает эти точки один в один. И, пожалуй, начнем с той самой точки распада государства, которая, вопреки всему и всем, просуществовала 69 лет. 1991 год. Весной проводится всесоюзный референдум о сохранении СССР. А против такого союза? Почему я против такого союза? А я не вижу его в том обновленном виде, в каком нам его предлагают. За что вы голосовали? За союз или против? Да, за союз. Почему? Потому что я считаю, что единственное необходимое сейчас. А вы за что голосовали? Простите? Против Союза. Почему? Но я считаю, что каждая республика сама должна определяться. Несмотря на его итоги, в августе показывают «Лебединое озеро» по телевизору вместо новостей. Попытка госпереворота, позже отставка Горбачева и, в конце концов, окончательный развал Советского Союза. Лидеры республик бывших Советов во главе с РСФСР решили за всех, что СССР должен наконец-таки остаться в истории и пора разделяться. Почти все как один проголосовали за выход из СССР. Республики бывших Советов остались один на один со своей суверенной реальностью. Социализм пал. На его смену пришел капитализм, притом в очень крайних его проявлениях. Так называемый «дикий капитализм» отбросил на периферию мирового капитализма все страны бывшего СССР, включая и Россию. А внутри новых суверенных стран произошло серьезное расслоение общества и с тем, чем боролся СССР все свои годы. Эксплуатация человека человеком начала проявляться повсеместно и в крайних формах. Ни одна страна бывшего СССР не взлетела, сбросив с себя оковы социализма. Если честно, даже больно про это все рассказывать. Во всех странах бывшего СССР в 90-х в плане промышленности и не только наблюдались разруха и деградация. Но что было, то было. Давайте рассмотрим, что происходило с промышленностью в 90-х на примере России. По Конституции СССР все заводы и предприятия, которые были построены в РСФСР, земля, а также недра в ней принадлежали народу. В 1992 году в стране запустилась ваучерная система приватизации. Каждому гражданину старше 14 лет выдали ваучер номиналом в 10 тысяч рублей в обмен на долю его собственности в народном хозяйстве. Его можно было вложить в ценные бумаги, но в основном их продавали скупщикам. А те, кто обменял свой ваучер на ценные бумаги какого-либо предприятия, могли легко прогореть, если предприятие это обанкротится, что было тогда очень часто. Тем более ваучер все падал и падал в цене. Так уже в 93-м его можно было обменять всего на 3-4 тысячи рублей. Все эти ваучеры, как правило, переходили в собственность инвестиционных фондов и свозились в административные центры, в основном Москву, а там уже скупались более крупными игроками, которые знали, что с ними делать. Таким образом, по некоторым оценкам, было приватизировано около четверти промышленности в России. И ладно бы оно все работало, пусть и в частных руках. Зачастую предприятия закрывались, перепродавались, реорганизовывались. Сложные станки шли на металлолом, народное хозяйство растаскивалось по углам, а простые российские граждане сидели без работы. В таких условиях многие узкопрофильные специалисты были вынуждены сменить род деятельности на другой, хоть как-то приносящий доход. В страну начали активно заходить иностранные инвесторы. Это отчасти оживило российский рынок, и отечественные предприятия интегрировались в мировую экономику. Только вот теперь они уже не были полностью отечественными. Но тут уже законы мирового рынка диктовали свои правила. Промышленные гиганты России попали под каток жесткой конкуренции мирового рынка. Есть много печальных историй героического становления и бесславного закрытия предприятий. Московский станкостроительный красный пролетарий
Первый подшипниковый, ЗИЛ, Ленинградский металлический, Волгоградский тракторный. Давайте рассмотрим один из них. К примеру, Уралмашзавод. Уралмашзавод в переименованном Свердловске был типичным зеркалом эпохи 90-х. Продажи экскаваторов и буровых установок Уралмашзавода резко упали, когда у заказчиков попросту не стало денег. Металлургическое оборудование завода еще покупали, но УЗТМ мог работать только за предоплату, а германские компании Димак и Манишман, австрийская Фёстальпине, итальянская Даниэле и так далее предлагали восточноевропейским и российским промышленникам льготные кредиты и лизинг с расчетами готовой продукции. Завод быстро потерял рынок Восточной Европы и начал бороться за российский, постепенно сдавая позиции. Уралмашзавод начал перепрофилироваться. В начале 90-х УЗТМ изготавливал и колокола для церквей. Отлил он и бронзовый памятник Жукову. Но главная его слава и гордость – тяжелые машины оказались на тот момент неконкурентоспособными. Уралмашзавод обанкротился. В итоге его купил Каха Бендукидзе, заплативший за машиностроительный гигант всего $500 000. Позже он скажет историческую фразу: «Купить Уралмаш оказалось легче, чем магазин в Москве. Мы приобрели этот завод за 1000-ю долю его действительной стоимости». Территория некогда единого завода разделилась на отдельные юрлица и организации. Такие слова, как сокращение, реструктуризация и оптимизация стали до боли знакомые всей стране. Самой низшей точкой в развитии промышленности России, а точнее ее деградации, был 1998 год, когда грянул дефолт. Это была очень болевая точка. Россия не смогла платить по долгам. Не помогли даже кредиты от МВФ. Произошел обвал и без того слабеющего рубля. Банки банкротились, напряжение в обществе нарастало, а ВВП страны резко сократился. К тому времени индекс промышленного производства упал до рекордно низких значений. Дальше начались назревавшие давно реформы. Слабый рубль дал возможность отечественной промышленности конкурировать с другими. В 1999 году Ельцин в новогоднюю ночь заявил о своей отставке. Задачи. Я устал. Я ухожу. С начала нулевых наметился некий подъем. Индекс промышленного производства пошел вверх. Владельцы производственных предприятий в России устаканились, интегрировались в мировую экономическую систему и постепенно начали делать свое дело. 14 лет Россия жила, можно сказать, сыто и накапливала запасы, забыв о своих болевых точках. Однако фундамент ее доходов состоял все от тех же условных нефтедолларов, как когда-то и в СССР. Может, теперь все богатство страны и мощность бывших советских предприятий – это было уже и не национальное достояние, а достаточно индивидуальное. Но главное, рабочим платили, а налоги пополняли бюджет. Ожидаемо пошли вверх нефтегазовые компании, такие как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз». Из горной металлургии можно выделить Норникель. Многие металлургические гиганты с новыми хозяевами тоже пережили 90-е. Например, Новолипецкий металлургический, Магнитка, Северсталь. В общем и вверх пошли компании, завязанные на сырье. Они стабильно пополняли бюджет России, но вот с другими отраслями экономики, не завязанными на сырье, дела обстояли не самым лучшим образом. Например, автопром и станкостроение ввиду жесткой конкуренции, можно сказать, выживали. Россию наводнила продукция деталей из Индии, Малайзии и, конечно, Китая. Если взять срез по, казалось бы, простой, но неотъемлемой для машиностроения детали, как подшипнику, без которого не завертелись, не закрутились бы механизмы тракторов и комбайнов, не взлетели самолеты, не завращались бы турбины электростанций, не двинулись по путям железнодорожные составы, остановились бы строительные краны. В 2014 году в России было произведено 97,8 миллионов подшипников в год. Страшно даже сравнивать.
Но, к примеру, только один первый московский шарикоподшипниковый завод в 1989 году производил 124 миллиона подшипников в год и поставлял их в том числе на экспорт в другие страны. Но теперь такого количества и не требовалось. К тому же оказалось, что проще купить, чем делать самим. В наши дни на малой части территории первого подшипникова до сих пор производят подшипники. Другие цеха стоят в запустении или сдаются в аренду, где проводят различного рода вечеринки. Ну да ладно, возвращаемся в переломный 2014 год. Крым входит в состав России, с чем категорически не согласна Украина и многие другие страны. В ответ был запущен постепенный, но последовательный процесс, так сказать, реинтеграции России из мирового рынка. Иностранные инвестиции в промышленность России начали падать, а санкции против российской промышленности возрастать. И как бы кто над ними не смеялся, на российскую промышленность в те годы они повлияли не лучшим образом. Если вначале они действовали против физлиц, то потом санкции начали вводить против отдельных секторов экономики, что было довольно чувствительно для России. Например, в 2015 году рост ВВП в России был отрицательным. Но курс той и другой стороны был четко задан. Россию начали отключать от глобального, так сказать, прозападного рынка. Если в 2014 году наметился вектор, куда все движется, то в 2022 году все серое должно было поделиться на белое и черное. Страна вступила в очередную болевую точку. Мировые бренды начали закрывать бизнес в России, и зачастую это была даже не реструктуризация, а полный уход с рынка. К примеру, возьмем автомобилестроение. В Санкт-Петербурге был остановлен конвейер по сборке Hyundai и Kia. Toyota и другие бренды закрыли производство в Шушарах под Санкт-Петербургом, Mercedes перестал выпускать автомобили в подмосковном Есипово, а Renault ушел с производственных площадок Тольятти и Москвы. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и площадки сейчас преимущественно занимают китайские бренды. Так, на бывшем московском заводе Renault наладили производство автомобиля «Москвич». Вот только за основу модели «Москвич» взяты модели китайской «Джак». Пока завод только набирает обороты. В 2024 году завод планирует собрать 22 тысячи автомобилей при мощности выпуска 180 тысяч машин. Безубыточность завода достигается при выпуске порядка 44 тысяч автомобилей. Наладят ли выпуск в России на мощностях ушедших брендов чего-то на самом деле отечественного, пока не ясно. КАМАЗ, кстати, который в том числе был покупателем московского завода Renault, тоже основательно подпирается китайскими конкурентами. На рынке отечественного грузового автопрома доля грузовиков КАМАЗ на начало 2024 года составляла около 22%. Пожелаем отечественному автопрому удачи. Что же происходило и происходит с металлургией в России? Начнем с сырьевой базы. Запасы металла в России одни из самых крупных на планете. Страна способна обеспечить производство горнодобывающих предприятий и экспорт в другие страны более чем на 1,5 века. И это без учета неразведанных месторождений. В 90-е происходит приватизация и в этой области. Производство черных металлов в России сосредоточено в основном на предприятиях 3 важнейших металлургических баз – Уральской, Центральной и Сибирской. Уральская – старейшая металлургическая база, которая появилась здесь еще во времена Петра I. Основные заводы и комбинаты здесь размещены в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Челябинске и Новотроицке. Предприятия сибирской базы используют железные руды горной Шори, Хакасии и Ангара-Илимских месторождений, а также, конечно, уголь Кузбасса. Металлургия полного цикла представлена Новокузнецким и Западносибирским металлургическими комбинатами, расположенными в Новокузнецке, а также прокатными заводами в Новосибирске и Красноярске. Центральная база включает много заводов в Туле, Липецке, Электростале, Нижнем Новгороде и многих других. В 90-е большая часть предприятий металлургической отрасли отошли к частным владельцам. Более 80% объема промышленного производства черной металлургии России приходится на 9 крупных компаний.
Чтобы примерно понять ситуацию в этой отрасли, рассмотрим такой показатель в черной металлургии, как производство стали. Еще в 1967 году СССР перевалил через знаковую цифру в 100 миллионов тонн, а в пиковом 89-м производство стали достигало 160 миллионов тонн, и тогда СССР был абсолютным мировым лидером в этом показателе. В 1998 году Россия выплавляла почти 44 миллионов тонн стали. Отрицательный рост, так сказать, был налицо. Дальше производство начало восстанавливаться, и в 2023 году составило 75,8 миллионов тонн. Современная Россия пока еще не догнала СССР 1967 года, но это как-никак 5-е место в мире. Однако, если сравнить с Китаем, который выплавляет больше миллиарда тонн в год, становится понятно, сколько нужно еще наверстывать. И ведь КНР выплавляет в основном не на экспорт, а для своего огромного внутреннего рынка, который в России и требуется нарастить. Также очень важно не столько количество проката, как его качество. Многие металлообрабатывающие предприятия России заказывали до 2022 года сталь из Европы, Японии и других стран, потому что качество их проката было на порядок лучше. Теперь у отечественных металлургов есть шанс и серьезная задача довести качество проката до уровня сопоставимого с европейскими аналогами, а может и лучше. Показать, так сказать, достойное импортозамещение в действии. Машиностроение в целом и станкостроение в частности в России долгое время были в упадке. Сейчас наметились положительные сдвиги в этом направлении. Однако ситуация все равно тяжелая. В 2022 году на фоне начала войны с Украиной страны Евросоюза, Британия, США, Япония и Швейцария ограничили продажу всех видов станков в Россию, в результате чего импорт сократился. Но при этом Китай резко нарастил поставки оборудования. По итогу рост импорта станков в 2023 году возрос на 63%. Притом доля отечественных станков в России на 2021 год составляла только 30%. В 2024 году правительство России выделило 130 миллиардов рублей на развитие станкостроения в стране в течение ближайших 3 лет. Деньги огромные, но вложенные в нужную, можно сказать, базовую отрасль промышленности страны. Если говорить откровенно, по моему мнению, жаль, что в сытом 2014 году Россия вложила только в зимнюю Олимпиаду 325 миллиардов еще тех рублей, которые были по 36 рублей за доллар. А теперь Россию даже не допускают до этой самой Олимпиады. И это при том, что в 2017-м доля отечественных станков составляла лишь 17%. Станкостроение – это отрасль промышленности, производящая машины, которые производят другие машины. Что может быть важнее? Может быть, добывающая нефтегазовая промышленность? С добычей углеводорода в России по отношению к другим отраслям промышленности все на первый взгляд казалось бы в порядке. Но есть кое-какие нюансы. Так сложилось, что в газотранспортной сфере к 2000 году образовался монополист, а в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти все сложнее. Участки нефтяного рынка России постепенно меняются, а конкуренция между нефтяными компаниями нарастает. Рассмотрим наше национальное достояние – «Газпром». Хоть компания и является акционерным обществом, в 2005 году законодательно закреплено, что государству не может принадлежать менее чем 50% плюс 1 акция компании. Как монополист по трубопроводной, газотранспортной системе, предприятие, конечно, с одобрения государства начало развивать движение на запад в Европу. И в Европе и России всех все устраивало до поры до времени. Прокладывать трубы за рубеж и продавать российский газ на экспорт было намного выгоднее, чем развивать транспортную инфраструктуру внутри страны. Законы капитализма опять диктовали свои правила. Ну экспорт, так экспорт. К 2008 году капитализация «Газпрома» выросла в 46 раз по отношению к 2000-му.
По заявлению Миллера в августе 2008 к 2016 году «Газпром» должен был стать крупнейшей акционерной компанией в мире. Прогнозы, к сожалению, не сбылись. Буквально через месяц после того заявления в США разразился ипотечный кризис, который перерос в мировой финансовый, и уже по окончании года капитализация «Газпрома» упала на 68% относительно 2007 года. А в 2022 году, 26 сентября, «Северные потоки» подорвали. Тем самым кое-кем был дан четкий сигнал всем, что в «Газпром» лучше не вкладываться. И буквально на следующий день после подрыва «Северных потоков», 27 сентября, наверное, по случайному стечению обстоятельств, Норвегия запустила свою трубу в Европу через Данию по дну Балтийского моря, в Польшу и далее в другие страны Европы. Так сказать, пост сдал, пост принял. Таким образом, в 2024 году Норвегия стала основным поставщиком газа в страны Евросоюза. Ну что ж, пришло время смотреть на восток. Трубопровод «Сила Сибири» постоянно наращивает объемы поставок. В 2023 году Россия обошла Туркменистан по суммарным поставкам трубопроводного газа и СПГ в КНР. Но здесь тоже не все так просто. Переориентация на восток «Газпрому» дается с трудом. Ведь европейские цены на газ примерно в 1,5 раза выше азиатских цен. КНР, понимая безвыходность положения России, требует цены как на внутреннем рынке страны. Надеюсь, это не будет сигналом для повышения цены на газ внутри России. К тому же долгосрочный и амбициозный проект «Сила Сибири-2», который должен был соединить газовые месторождения Ямала с Китаем, поставлен на паузу, а возможно и вовсе на стоп. Официальные лица КНР и России молчат. Однако заговорил представитель Монголии, через которого должен был пройти газопровод. Проект был попросту вычеркнут из программы национального развития Монголии до 2028 года. Хотя именно Улан-Батор был инициатором этого проекта еще в 2009 году. А может, и не нужно это Китаю вовсе? Лишаться других поставщиков газа и привязываться к российской трубе? А может, чтобы никто не потерял своего лица, поручили этот отказ в дипломатической форме передать Монголии? В целом, это уже не так важно. Важно то, что в «Газпроме» в ближайшем будущем назревают серьезные трудности. Например, по итогам первого полугодия 2024 года компания получила 486 миллиардов рублей чистого убытка. Но «Газпром» стал уже чем-то большим, чем просто добытчик, транспортер и продавец газа. Компания с начала нулевых стала вкладываться в другие отрасли, а с 2014-го «Газпром» серьезно увеличил приток этих инвестиций. Помните, в начале ролика мы говорили об Уралмашзаводе? К счастью для страны, огромная территория завода не превратилась в офисные центры, коммерческие склады и площадь под жилую застройку. По крайней мере, не вся. Но не мог завод заводов, у которого перенимали опыт производства и Китай, и Тайвань, и другие страны, так бесславно исчезнуть. Государственные и окологосударственные предприятия постепенно вернули часть активов УЗТМ. В судьбе Уралмашзавода, кстати, тоже поучаствовали дочерние предприятия «Газпрома». Чудовищный провал в 90-х постепенно восстанавливался. После девальвации рубля в 2014 году многие промышленные предприятия перешли на отечественную технику. Уралмашзавод наконец вернулся к производству гусеничных экскаваторов ЭКГ. В наши дни завод находится на подъеме, и заказов как отечественных, так и зарубежных там вполне хватает. Пожелаем заводу удачи. Рамки ролика не дают разобрать химическую, легкую, авиапромышленность и многое другое. По оборонной промышленности России видеороликов и так хватает. Оборонка, кстати, дала серьезный импульс и машиностроению, и металлургии, и многим другим отраслям после 2022 года. Россия в плане промышленности на данный момент находится на подъеме. И подъем начался в 2022 году, когда Россия достигла этой болевой точки. Конечно, темпа роста промышленности, как вперед индустриализация СССР, точно не будет. Но хотя бы пришло осознание проблемы, правильно расставлены приоритеты. Ну и надеемся на мир, ребята. Рано или поздно он все равно наступит. Дай бог, чтобы следующая болевая точка в России наступила не скоро. На этой ноте цикл роликов о промышленности Российской империи, СССР и России заканчивается. Хотел еще, дорогие зрители, вот чем с вами поделиться.
Перед началом работы над последней частью ролика я окунулся в программирование на Python и создал телеграм-бота GPT «Просветись», который стал для меня серьезным помощником в подготовке к роликам, и теперь, обкатав его, хочу поделиться им с вами. В него встроена мощная языковая модель от NVIDIA. Вы можете задавать ему любые вопросы на любые темы. Он отлично натренирован на русский язык и даже может сочинять стихи. До Пушкина ему, конечно, далеко, но сама возможность говорит о многом. Его мощности по многим показателям сравнимы с топовым на данный момент чат GPT-4. А что самое прекрасное для вас, он бесплатный. Если не возникнет никаких проблем, пока таким он и останется. Вы, конечно, можете нас поддержать платной подпиской, как сделали это некоторые наши уважаемые зрители, за что им отдельная благодарность. Задавайте правильные вопросы и помните, знание – сила. Впереди еще очень много интересных тем. С вами был канал «Просветись».